Всем привет! Сегодня поговорим про права потребителей, про права покупателей, про то, как тут работает все. Конечно, все здесь отличается от того, как мы привыкли, да, как это работает в Украине. Я расскажу свой пример и расскажу о том, что не нужно стесняться, бояться. И нужно идти, обменивать, возвращать, общаться. Здесь это нужно делать, потому что здесь все законы и правила работают, и они в прямом смысле защищают вас как покупателя. Вы всегда практически правы, никто вас не обидит. Главное, конечно, вы обязаны иметь чек. Чек тоже очень важен, хотя бывает и без этого люди договариваются и им компенсируют, либо возвращают деньги за ту или иную, да, провинность, либо ошибку магазина. Пишите в комментариях ваши истории, как вы в Ирландии скуплялись, были у вас ли возвраты, покупали ли вы просроченные продукты и возвращали ли их, вещи возвращали в магазины, например, размер не подошел. То есть пользовались ли вы этими всеми благами, либо были у вас какие-то конфликтные ситуации, и вы не смогли вернуть, да, товар, и реально был скандал, то есть вы не смогли доказать, да, свою правоту. Пишите в комментариях, будет интересно почитать, я расскажу свой опыт, как это было у меня. Смотрите, вот эта ссылочка, это тут все права потребителей Ирландии рассказываются, как они защищаются, на какие права и действия вы можете рассчитывать. То есть тут все расписано, вы можете зайти почитать. Я просто расскажу свою историю, да, свою историю, которая за 2,5 года у меня случилась по поводу покупок. Первое это онлайн покупки. Давайте так. Онлайн покупки вообще без проблем. Если вы оплатили, все пришло. 2 недели у вас есть официально, чтобы вернуть товар. И это работает вообще без проблем. Некоторые магазины даже делают месяц возврат. Это если вы обычно покупаете, там бывает вот восстановленный телефон, планшет, либо ноутбук, там они бывают дают месяц на то, чтобы вы могли вернуть, то есть как гарантия, да, и месяц на то, что вернуть, если что-то не так случилось с техникой. Бывает и такое. Я так покупал свой MacBook в магазине, и мне там предоставили месяц именно гарантии и возврата. Если что-то мне не понравилось, я мог вернуть, потому что это именно каждый магазин может еще какие-то эксклюзивные, да, правила делать. Так обычно, например, кто знает такой вот сайт, да, интернет-магазин Sport Direct, мы ним регулярно пользуемся, покупаем там вещи и регулярно их возвращаем, потому что у них размерная сетка ужасная, непонятно вообще, вот невозможно даже найти, да, есть такие бренды, которые не популярны, там ни Nike, ни Adidas, ни Jordan, и там невозможно на этом сайте найти именно размерную сетку этого бренда. И получается, у меня размер обычно, да, это XL 2X. И ты не знаешь, ты прям угадываешь, чтобы, да, реально подобрать размер. С обувью пока все было нормально, с обувью претензий нет, там реально все хорошо, нормально. А вот с одеждой это просто ужас. Вот я буквально заказал себе вот курточку там, ну и остальные вещи. Из 6 позиций я 2 оставил, это худи и кепку Джордан черную. А остальное все, там курточка, свитер, еще что-то было, я отправил назад. И главная проблема, что они без проблем уже получили, мне возврат на карту вернули. Главный бок это в том, что ты за доставку платишь. Вот это вот мне не нравится. Я потратил 10 евро, чтобы вернуть эту посылку. То есть получается у меня к моему бюджету минус 10 евро. Кто-то скажет, ну ты же не подобрал размер, ты виноват. Но здесь палка двух концов. В том, что у них нет размерной сетки. Я уже даже писал им в техподдержку. Внятного ответа я не услышал. Пишите в комментариях ваш experience, да, ваш опыт в Ирландии по покупке онлайн товаров, как у вас все происходило, было ли такое, что приезжал, например, там не тот товар, либо поврежденный товар, и вы его возвращали, никаких проблем у вас не было, либо были проблемы с возвратом товара и потом возврата вам денег. У меня проблем не было, мы возвращали даже и технику, то есть с этим вообще претензий нету. То есть с онлайн-покупками претензий нету. У меня больше претензий к доставке, поверьте, к доставке, не знаю, как у вас, у меня это прям, эта тема прям меня трусит, меня прям она бесит максимально, потому что, извините меня, как мне прислали планшет, нам прислали и мой ноутбук, просто у нас комплекс, да, и у нас квартиры, у нас домофон,
и просто бросают, просто не звонят. То есть они просто галочку ставят, потом тебе смс-ка приходит, вам доставили. Особенно доставка Fastway. Это просто самые люди, которые, видно, ну, очень неответственно относятся к своей работе. Тоже пишите свои истории по поводу доставки. Я считаю, что все-таки технику и товары, которые там выше, не знаю, 100 евро, да, 200 евро хотя бы сделали бы какой-то лимит, что эти посылки обязательно нужно вручить в руки человеку, да, то есть, либо хотя бы там, не знаю, соседу, чтобы посылка была внутри, потому что техника, дождь может намочиться, люди могут украсть, это серьезно, лично мне это не нравится. Вот этот момент, да. А с тем, что вернуть, пока есть проблем не было. Следующий нюанс это супермаркет, это Lidl, Tesco, да, Aldi, Supervalu и все остальные продуктовые магазины. Они без проблем мы тоже возвращали товар. Это первое. Часто бывает, когда ты берешь, знаете, акция, там, покупаешь 2, типа, покупаешь 3, там, платишь как за 2, либо покупаешь 2 и цена там, например, да, так по отдельности она стоит 15, покупаешь 2, она стоит там, не знаю, 12, либо 11. И часто бывает, да, что приходишь домой и в чеке смотришь, оно не пробилось. Потому что, когда ты покупаешь на большую сумму, ты не всегда это видишь. То есть, я пару раз мы ходили, прям показывали, говорили, ну, как бы, это не дело, мы покупали по акции, приносим эти обратно же продукты, там готовы, например, обеды, да, приносим, показываем, говорим, ну вот, цена должна быть такая, в чеке она вот такая. Вы можете решить нашу проблему. Да, и без проблем они нажимали и возвращали просто из кассы нам деньги. Никаких проблем не было. То же самое с просроченными продуктами. Пару раз было такое, что молоко мы открываем, оно прокисшее. То есть вот сроки еще нормальные, но оно прокисшее. То есть буквально сразу там через пару часов идем в магазин, показываем, никаких проблем нету, забирает, деньги возвращает. У нас проблем с этим не было, как у вас. То же самое, кстати, с ценником. То есть бывает, что они просто ценники у них лежат вот так вот непонятно, вот некорректно. И это максимально тоже, конечно, в их супермаркетах, особенно в Лидле я заметил. Вот в Лидле они максимально как-то к этому относятся, ну пофигу, вот просто пофигу, лежит там, сям, пятое, десятое. Вот как-то мне вот больше всего Lidl с этими ценниками не нравится. Не знаю, у кого какой магазин с ценниками, вам больше эта проблема актуальна, напишите тоже в комментариях. У нас была такая ситуация, что нарезка была хамона различная, там было написано, что скидка, а там рядом еще было, ну их много было. И то есть получается, что как всегда поменяли, да, ценники неправильно. То есть, и получается, та нарезка, которую мы взяли, стоила не 3,50 по акции, а 6,99 или даже 7,99. То есть, обратно же мы купили, пробили. Мы вышли только с магазина, сразу чек я смотрю, думаю, мне было интересно, все правильно или нет. И там оказалось, что эта нарезка не по акции. Мы вернулись, сказали, оплата была картой, то есть никаких проблем не было, они просто поменяли, со мной пошел сотрудник, посмотрел именно то, что есть по акции, взял другую нарезку, мы пробили и все. В принципе, мы могли вообще отказаться и просто забрать деньги, потому что вот эти моменты с ценами, они максимально бесят. И когда ты покупаешь одно, да, ты это сразу видишь. Когда ты покупаешь много, ты не сразу эту проблему заметишь. И последнее, что мне понравилось, это когда мы вот скуплялись, вот Хэллоуин только прошел, мы покупали различные, да, украшения для Хэллоуина. У нас есть такой магазин, я называю его, знаете, как было в Украине, там вот это вот, все по 5, все по 10, 35, 55, потом стали 75. То есть, чем больше была инфляция, да, в Украине, тем больше эти магазины меняли название и поднимали, да, цену. То есть, я помню, когда эти магазины были по 5, по 10, то есть, гривен можно было заходить, покупать различные, да, китайские, вот это вот барахло. А потом цена росла, и там уже магазины назывались 55, 75, потом и 100. То есть, ну, оно растет, да, с инфляцией все поднимается в цене. И вот здесь тоже есть такие магазины. Вы знаете, думаю, в каждом городке, не в селе, ясно дело, в городке есть такие магазины, где здесь тоже продают различные китайские товары. Они дешевле, да, если тем более ты покупаешь этот, как бы тебе не нужно, да, что-то качественное, там, например,
на тот же Хэллоуин, мне не важно, какие там будут у меня фонарики, американские, либо китайские, которые не жалко будет потом выкинуть, или если не поломаются, то есть там за каких-то 10 евро. Вот с фонариками у нас и произошел конфуз. Мы скупились максимально, мы там купили украшения, фонарики, и вот стоит в ряд фонарики различные. Обратно же непонятно, что как. Ценники рядом стоят наполовину и непонятно, что сколько стоит. Это часто бывает, и мы скуплялись, да, там, я не знаю, там на 50 нас евро, в общем, вышла тогда покупка различных вот этих, да, приколюх, украшений. И получилось так, что мы выбрали, и там было написано, что эти фонарики стоят 7 либо 8 евро, я уже не помню точно. И другие рядом стоят 15. Я посмотрел и вижу, что количество, да, там больше фонариков, а там меньше. И, ну, а ценник вот так вот, непонятно, кто, что и как. И все вперемешку как-то, вот как-то, знаете, такой маленький безлад, да. Я просто по логике вещей понимаю, что если там больше именно фонариков, да, и длиннее, то значит оно и дороже. То есть и беру вот эти вот фонарики, то есть рассчитываю, что они стоят, да, 7 евро. Мы оплачиваем все в кассе, оплачивается все картой, Apple Pay, то есть пик, все убралось, все хорошо. И когда уже мы оплатили, то есть сразу чек, сразу смотрю, как-то в начале, когда оно все пикалось, как-то, знаете, там обратно же все эти hello, how are you, улыбки, как-то, знаете, какое-то, да, такое движение, как-то ты не заморачивайся. Но потом смотрю и вижу, что там 15. То есть оказывается, что те, что меньше по размеру, они более качественнее, просто из-за качества, да, цена их больше. Такое бывает. И я говорю, что мы смотрели другие и хотели купить эти по 7 евро, думали, что они стоят, потому что цена непонятна, но ближе была к этим фонарикам, я понял, что их, да, меньше, и они стоят от этого меньше, от количества и от длины, да, провода, то есть ихнего. Мы с ним пошли, я показал, он говорит, да, правда, то есть он понимает, что немножко непонятно, то есть у меня был конфуз, непонятно, и тем самым, да, я рассчитывал на одно, получил другое. Этот человек сказал, что никаких проблем нету, просто приложить карту нужно к их терминалу, он ввел, и просто разница вернулась на карту. То есть через пару дней она пришла, или даже в этот день она вернулась. То есть никаких проблем нету, даже если вы оплатили картой, вам вернут деньги. Просто наш менталитет такой, что у нас обычно, да, не пытаются как-то извиниться, как-то, ну, принять даже свою ошибку. У нас грубость сразу, да, скандал, и вообще, чтобы вернуть товары, нужно очень постараться, особенно если вы их купили на рынке. Вот если вы купили их на рынке, вы понимаете, никаких чеков, просто взгляд, да, посмотрели друг на друга, есть, покупаю, деньги наличка, забрал, ушел, попробуй потом докажи. Вот это вот самое, конечно, бесило, это рынки, да, на них было очень сложно добиться возврата, даже если ты пришел через 10 минут, просто невозможно. У кого были такие истории, тоже пишите, потому что, ну, рынки это максимально, конечно, зло. Если еще уже в большинстве магазинов на 99%, не знаю, есть, да, кассовые аппараты, где ты с чеком можешь прийти, то рынки, конечно, это еще а-ля 90-е, начало 2000-х, они живут по своим правилам, по своим законам. И там вынудить кого-то, чтобы они что-то приняли, забрали, обменяли, либо вам отдали, это просто фантастика. А здесь не проблема. Вот эта вот ситуация, в принципе, она была неприятной. Человек взял просто что-то нажал, высчитал разницу и взял просто сделал, да, return, то есть он вернул разницу, которую мы переплатили. Никаких с этим проблем нет, у меня претензий нету, все мы люди, мы не роботы. Я к тому, что здесь все работает хорошо и не нужно стесняться, проверять чеки, переспрашивать цену. По факту даже наш косяк, они работники, не все успевают, но с другой стороны ценник должен лежать под каждым товаром. То есть это тоже является таким
законам, потому что когда мы покупали, меня немножко ввели в заблуждение. Я думал, что все-таки этот ценник соответствует, да, вот этой вот цене, вот этим вот гирляндам. Я их взял и понес на кассу. То есть в чем-то они не правы, потому что я думал, что здесь меньше, такова цена, названия одинаковые, просто количество, да, написано гирлянд разное, то есть там длина и количество вот этих вот, да, маленьких пиптиков, светильничков. Получается, что меня как бы немножко, да, завели в заблуждение. Но решился вопрос, он решается легко. Просто не бойтесь подходить. Я часто, бывает, в таких магазинах подхожу и переспрашиваю. Типа там how much, они пикают, мне говорят. Плюс там, даже если вы плохо по-английски разговариваете, есть, да, табло, которое показывает сумму. То есть вы ее увидите и поймете, сколько стоит. Здесь ничего такого зазорного, они к этому нормально относятся. Я часто, честно вам говорю, хожу и спрашиваю, потому что, ну, ценники, особенно в Лидле, вот так все разбросано, ничего не понятно. Сколько стоит то мороженое, сколько стоит эта нарезка, по акции этот продукт, либо другой по акции, непонятно. Особенно в заморозке, это просто какой-то, ну, беспредел. Лично для меня это такая сложная тема. Я не люблю, да, там, переплачивать, либо покупать товар не по той цене, который указан, либо покупать товар не по акции, да, хотя там указана была акция, забыли, например, там пробить этот товар. То есть этот момент тоже нужно учитывать, не стесняться, пересмотреть чек, ознакомиться с ним и понять, вас нигде не обманули, все четко. Даже если вы пришли домой, что-то заметили, конечно, если вы живете далеко, да, и нужно ехать там из-за каких-то пару евро, это тоже как бы не вариант. Мне легче, я живу рядом, Lidl 400 метров, Супервалу 20 метров, да, внизу просто подо мной сейчас там люди скупляются, я живу на крыше торгового центра. Мне, конечно, с этим легче, и у меня Мейн-стрит, да, и все магазины, сразу можно пойти и решить все вопросы. Так что права потребителей в Ирландии, они здесь выполняются, они здесь работают, и я рад, что в этой стране покупатель может отстоять свои права на законных основаниях, и часто, в большинстве случаев, это не доходит ни до каких там конфликтов, все решается на месте, сразу обмениваются, возвращается, в этом нет никаких проблем. И главное, что в онлайне работает всегда, да, принцип вот этих вот 14 дней, 2 недель, ты можешь всегда вернуть товар. Обратно же он должен быть с бирками, он должен быть выглядеть непоношенным, конечно, там есть тоже свои условия. Многие тоже их нарушают, потом возвращают и пытаются как-то манипулировать этим. Манипуляции тоже здесь не слишком любят, и если вы будете играться с этим, то можете вам выпасть это все боком. Вот такой вот ролик про права потребителей в Ирландии. Рассказывайте свои истории, будет интересно почитать, как вы здесь скупляетесь, как у вас получалось возвращать товары, либо были какие-то, да, конфликтные ситуации. У нас пока есть конфликтных ситуаций, таких слишком глубоких, сильных не было, были только с доставкой. С доставкой здесь, да, туго, трудно, а права потребителей здесь выполняют, исполняют, и они здесь, главное, работают. Всем добра, позитива, хорошего настроения, всегда держу в курсе.